Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Максим Гольдер на связи прямо сейчас. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, люди уважаемые. Страшные вещи происходят. Мы поговорим о геополитике, о Трампе, о переговорах с Ираном. Это все, вот, конечно, очень волнительно. Европа, которая превращается в такого отщепенца. Макрон, который, собственно, опять примеряет папаху Наполеона, хотел сказать. Ну, в общем, свою шляпу наполеоновскую. Говорит: европейцы, просыпайтесь. Все против нас, и Китай, и США, и Россия. В общем, пора браться за ум. Но какая-то странная вот идет, ну вот волна. Вы как человек, который знает правоохранительную систему, как ее устроить изнутри, мы видим каждый день какая-то стрельба. Каждый день кто-то с пистолетом, каждый день полиция задерживает. Сегодня вот в Буче случай, да, там задержание было. На фоне тяжелейших прилетов. Об этом из поездки в Азербайджан пишет и Зеленский. Вот, там Днепр обстреляли. Сейчас повторный обстрел Днепра. Раненые, погибшие. А в Киеве караоке на Майдане. Представляете? Песни поют про смарагдово небо. Все прыгают, радуются, веселятся. В то время, когда совершенно там, ну, несколько южнее, по тому же Днепру, по течению, да, вот у нас очередная трагедия. Кажется, что-то поломалось, но что-то не политическое. Не политическое. Кажется, что-то сломалось внутри вообще общества. Или нас настолько уже раздробили и окунули в этот раздрай, что, в принципе, чему удивляться? Ну, пятый год войны, пятый год смертей, пятый год разрушений и перевернутая у подавляющего большинства вверх тормашками жизнь. Понятное дело, все это влечет за собой, как вы говорите, изменения в психологии и в целом общества, и отдельных людей в частности. Люди, столкнувшись с тем, с чем они раньше никогда не сталкивались, с потерей близких, с потерей домов, с потерей бизнеса, с потерей мира, спокойного сна, с необходимостью вывоза детворы за рубеж, с постоянной лживой пропагандой, которая из всех банок трещит хриплым и нехриплым голосом, неважно, национальными марафонами, украинскими правдами и прочей херью. Люди, столкнувшись с такой навалой, как по-русски, ну, с навалой, да, понятное дело, пытаются каким-то образом выдохнуть. Это делает каждый по-своему и каждый по-разному. И неудивительно, что в обществе повышается градус нетерпимости, градус криминальности. Это все объяснимо. Если о психологии говорить, то, думаю, не хуже меня вы знаете. Кто курит, кто пьет, кто общается, кто стреляет, кто на фронт пошел, кто уехал, кто занялся чем-то для того, чтобы не поднимать голову и не видеть происходящее вокруг. Это все объяснимо. Это реакция человеческого организма, призванная каким-то образом закрыть или создать видимость закрытия организма человека, индивида от навалившихся на него нежданных бед. Это раз. Два. Касательно того, о чем вы спросили по поводу стрельб, убийств, терактов, которые происходят внутри страны. Я сейчас не говорю о военном конфликте. Точно так объяснимо, потому что, во-первых, еще в 2024 году МВД заявляло, что у людей на руках 5,5 миллионов незарегистрированных стволов. 5,5 миллионов. Плюс 1,2 или 1,3 миллиона зарегистрированных стволов. Так это было 2 года назад. Сколько еще оружия попало темными путями в украинское общество, в нашу жизнь? Никто не может сказать. Я думаю, что по миллиону единиц в год добавляется. То, что хотели сплавить за рубеж, не получилось. То, что везли куда-то и не довезли, оно где-то растворилось. Поэтому на руках сегодня у людей огромное количество незарегистрированных стволов. Огромное количество людей возвращается с фронта. Вы помните, полагаю, термин «афганский синдром».
так тогда немного, но относительно сегодняшней войны погибло в масштабах целого Советского Союза. 15 тысяч, если я не ошибаюсь. А сейчас Зеленский скрывает эту цифру. Запад говорит, что больше 250 тысяч погибших. Украинские паблики говорят, что под миллион погибших. А 20 или 30 тысяч – это только мирные жители, которые погибли за этот период времени. Так вот, возвращающиеся назад бойцы с поломанной физикой и поломанной психикой. Если не ошибусь, то человек, который устроил стрельбу в Голосеево недавно, да, он же тоже бывший участник военных действий. Это то, что является, к сожалению, объективным следствием происходящего и будет происходить еще долгое время. С афганским синдромом машина под названием Советский Союз с ее серьезными щупальцами под названием МВД СССР и КГБ СССР боролась несколько лет. Несколько лет. И многие события той эпохи, криминальные события, они впоследствии переросли в создание ОПГ, банд и прочее, прочее, прочее. Так это могущественная страна с мощным аппаратом подавления. Что касается сегодняшней Украины, аппарат подавления в Украине есть, только это аппарат подавления инакомыслия. Это аппарат расправы с политическими соперниками. Это аппарат расправы с оппозицией. Вот на что направлена так называемая сегодняшняя правоохранительная система Зеленского. И только в последнюю очередь она работает на обеспечение правопорядка, предупреждение преступлений, пресечение преступлений, раскрытие преступлений. Я доволен тем, что у начальника национальной полиции Украины хватило мужества сказать в эфире после этого события, что на полицию ложится несмываемое пятно в связи с ее участиями в людоловстве, в облавах. Он сдерживал себя, это видно. Я думаю, что он полицейский и переживает за свою систему. Он сдерживал себя, но переводить это на нормальный человеческий язык можно очень просто. Люди не верят людоловам, а полиция сегодня или многие из нее вовлечены в этот процесс. Люди ненавидят людоловов. А раз так, то точно такое же отношение и к полиции. И вместо того, чтобы заниматься раскрытием и предупреждением преступлений, ее заставляют сопровождать процесс людоловства в Украине, ловить, хватать людей, ну и так далее и тому подобное. Он же, этот главный полицейский Украины, говорит о том, что некомплект полиции сегодня примерно четверть, то есть 25%. На самом деле, поверьте, это очень-очень много. Потому что у тебя некому расследовать дела, у тебя некому патрулировать улицы. Половину полицаев забрали людоловам помогать. Половина из того, что осталось, должна выполнять свои прямые обязанности. У тебя нанесен серьезнейший удар по системам, допустим, уголовного розыска. А если еще вспомнить, что произошло в 2014 году, когда милицию кадровую разогнали, просто обвинив, что она служила не в то время, не в том месте. Разогнали толковых оперов, в том числе оперов УБОПа. Это очень серьезная структура и очень нужная структура. Оперов розыска, Обнона. Обнон – это борьба с оборотом наркотиков. Многих выгнали. И что понабирали? На левом берегу начальником районного управления вновь созданной полиции по конкурсу прошел Шнырь, дважды судимый. Дважды судимый. Я не шучу, Саш, это не шутка. Это анекдот. Это жизнь украинская. Это жизнь украинской милицейско-полицейской системы. И он стал начальником одного из райуправлений. Дважды судимый по одной из статей, я просто четко запомнил, 186-я, по-моему, часть 1, это гоп-стоп. Не тяжелый гоп-стоп, но все-таки это грабеж. И он стал руководить куском полиции в Киеве. Вспомните эти лица, одурманенные наркотой, которые позавозили, и они стали руководить полицией в Киеве. Ведь это тоже было. А при этом разогнали профессионалов. Понятно, прошло больше 10 лет. За это время откровенное быдло отсеялось из полиции.
Какие-то ребята толковые, честные, искренние, которые действительно, насмотревшись видосиков и э, как это, сериалов про полицейских, искренне шли в полицию защищать людей и выполнять свои обязанности по борьбе с преступностью. Я в это верю, я думаю, что такие были. И, кстати говоря, вот набросились тогда на полицейских, которые эту операцию проводили. Но не надо забывать, что ОМОНовцы или как СОБРовцы, как они сейчас по-новому называются, они правильно Кордовцы, исполнили. да. Да, хорошо, кордовцы. Они качественно исполнили свою задачу. Они ликвидировали бандита. Они спасли оставшиеся жизни. Я не говорю о тех двух, которые убежали. С ними понятно все. Им бы в людоловстве участвовать, народ щипать, эти засады делать на точках, где наркоту оставляют, чтобы потом доить тех, кто туда пришел. Вот это их работа. Но ведь и были или есть и хорошие полицейские, я в этом уверен. Но правильно говорит начальник полиции о том, что нельзя впутывать полицию в то, что общество, первое, не воспринимает, а второе, что является точно не полицейскими функциями. И поэтому на этом фоне чего-то ждать такого, знаете, резкого, жесткого, классного противодействия послевоенной преступности просто не приходится. Представьте себе моральное состояние сейчас внутри полиции. А это тоже очень важно. Я не знаю этого начальника патрульной полиции, он вроде бы бывший военный, который подал в отставку. Но то, что я вижу и слышу, говорит о том, что у этого человека, наверное, какая-то честь есть офицерская. Это мое мнение, личное, профессиональное. Но на него же смотрят другие подчиненные. Они тоже будут уходить. Они тоже бросят свои посты. Кому от этого будет лучше? А почему так произошло? Да потому что, повторюсь, Зеленский формировал правоохранительную систему не под борьбу с преступностью. Ему это не интересно. И, кстати, и не Зеленский. До него майданные эти деятели, которые Украину оседлали, а потом Порошенко. Им нужна была правоохранительная система, которая будет загонять своих врагов, оппонентов. По мне, СБУшники первое дело возбудили еще, по-моему, в 2015 или в 2016 году. Понятно, что закрыли, понятно, что чушь, понятно, что ничего, глупые фабулы, глупые обвинения. Но, слава богу, там у следователя ума и чести хватило прекратить это уголовное преследование. Но я к тому говорю о том, что на что направлена была работа правоохранительной так называемой системы. И сегодня это точно так же. Они занимаются отловом людей, и они занимаются борьбой с теми, кто не согласен с позицией Зеленского и его окружения. Поэтому и такая проблема. И она будет усугубляться. Возврат, первое, дикое состояние психологическое, моральное состояние общества, мирного общества, гражданского, назовем это так. Возврат в это общество, второе, возврат в это общество подготовленных бойцов, которые умеют стрелять, убивать и резать, и взрывать. И при этом бойцов, у которых, как у всех после фронта, проблема с психикой. Третье. Сумасшедшее количество оружия, которое невозможно проконтролировать по той причине, что полиция на это сегодня не способна. В силу отсутствия кадров, как мы только что сказали, в силу определенного морального и психологического упадка с учетом происходящего. Вот это все в совокупности будет нести за собой не один террористический акт, не один взрыв, не один выстрел, а намного больше, к сожалению. Но, повторюсь, это не должно бросать пятно на всю, или тень на всю полицию. Я уверен, что там есть порядочные люди, полицейские. Не полицаи, Вы же понимаете, а полицейские. этот разговор, это вечно, понимаете? Это можно, это вот, я это называю вода в ступе, понимаете? Объясните, что вы имеете в Объясняю, виду? потому что среди полицейских есть хорошие, конечно, а среди ТЦКшников тоже есть хорошие люди. Да, даже в Верховной Раде есть честные и замечательные люди. Нельзя всех одними. И понимаете, это вот белое пальто вот этой тоги, которую мы набрасываем, комментируя упадок, развал на самом деле институций, который произошел давно, страны, которые происходят на наших глазах. Мы говорим, нет, есть же хорошее, давайте смотреть туда, в ту сторону. Нет, давайте посмотрим в сторону плохого и разберемся. Вы говорите, режим Зеленского, типа его идеи защищать, да, вот если кто против. А какие сейчас идеи у Зеленского?
Ну вот смотрите, я устал, мне посмеиваются надо мной даже наши ну, подписчики там и говорят, как не обстрел какой-то массированный, а где Зеленский? Да хоть где. То есть Саудовская Аравия, там, он сейчас вот с Ильхамом Алиевым обнимается, все у него нормально, у него важные миссии, у него там, а тут обстрелы. Когда плюс-минус нет обстрелов в этих, он здесь, вроде как здесь, да, потому что на самом-то деле мало кто знает, где там у него, во Львове, в Киеве, где еще что-то. И сидит, рассказывает там какие-то вещи о том, что вот готовится, вот что-то будет. Такое ощущение, кажется, что мы находимся в каком-то а, ну, каком-то срежиссированном спектакле. Ну вот смотрите, как бы все по нотам, все примерно понимают, ага, обстрел тогда, Зеленского увезли, он там, что он добивается? Не, ну конечно, он же для страны старается, там, дизель, говорит, с Ближнего Востока привезу, гарантии безопасности, там какие-то договоры, соглашения, вот там дружба, давайте. А в Днепре вытаскивают из-под обломков народ, понимаете? Потому что наша самая классная ПВО в очередной раз не справилась. Понимаете? Ну, вот и все. Давайте я вам отвечу словами Зеленского. Когда он был, да, именно, когда он был в КВН, была одна сценка, где он пародировал украинских националистов. Именно Зеленский пародировал украинских националистов. Сценка эта звучала примерно так. Постараюсь близко к тексту. В исполнении Зеленского, опять же, представьте его. А пойдете там на Майдан? Героям слава, отвечает Зеленский. А там поразгоняете людей, которые против тарифов выступают. Героям слава, отвечает Зеленский. А на Донбасс поедешь воевать? Героям страшно. Вот в данном случае ему, ну, это ответ на ваш вопрос, почему такие странные совпадения, причем на протяжении всех этих лет. Как только где-то бомбежка, как только где-то серьезнейшее наступление или обстрелы, Зеленского нет, он с важной миссией. По поводу этих важных миссий, и, ну, давайте по деталям. Вы только что о дизеле заговорили. Давайте вспомним слова Зеленского. Я договорился на Ближнем Востоке, в Катаре, кажется, о том, что нам поставят дизель. Я договорился линейно о том, что нам его поставят. А дальше уже вопросы, когда и как и кто нам его поставит, это уже вопросы не ко мне, а к нефтегазу, его структурам и Укрнафте. Ну, если это только рамочные договоры о том, что гипотетически кто-то когда-то куда-то чего-то поставит, ну, это тогда разговор ни о чем. О тех деньгах, которые выделяют, мы тоже с вами уже объясняли стране, что с ними произойдет. Часть денег в виде откатов вернут назад, часть денег украдут, частью денег откупятся от армии и карательной системы для того, чтобы они дальше выполняли свои задачи. Все. Украине от этого будет ни холодно, ни жарко. Вернее, не так, ей будет жарко. Очень жарко и будет очень кроваво. Потому что, ну, это уже следующий вопрос. А в целом пользы от этого рая не будет никакой. Все. И так, что не возьми, что потом вы говорите, какая цель его и во что он играет. Ну, мне кажется, все очень понятно. Он настолько сросся с ролью, в которую влез в 2019 году, что очень играет в себя вечного во власти, в сохранение и накопление и продолжение приобретения новых богатств. Вот во что он сегодня играет, и на карту именно он ставит всех и все остальное для того, чтобы добиться своей цели. Что касается воды в ступе, вы задали мне первоначально вопрос о том, почему так происходит. Я, как прокурор, ответил, почему так происходит. Вода ли это в ступе? Но это факты. А факты – это самая упрямая вещь в мире. Да, вы верно уточнили о том, что речь же не идет о хорошем и плохом полицейском. Речь идет о развале институций как таковых. Абсолютно с вами согласен. И вы правильно опять же уточнили, что это не произошло при Зеленском. Это усугубилось при Зеленском. Потому что он не внес ничего хорошего в эти институты. Он начал с президентского поста. Он развалил парламент, по большому счету, понабирав туда форменное блядство. Ну и так далее.
Мы помним мирные, в мирное время его кабинеты министров, премьеров министров на самокатах и его самого обзывающих, министров экономики, говорящих, что они профаны в экономике и ничего не понимают в этом. Мы помним смешных генеральных прокуроров. Мы помним еще более забавного председателя службы безопасности, который просто был другом детства и не имел никакого отношения к работе правоохранительной системы, а тем более спецслужб. Можно дальше продолжать. Мы помним оседланные еще Яценюком и его сворой экономическое и финансовое направление и банковское направление, которое до сих пор осталось под контролем этой организованной преступной группы, возглавляемой или там, в которую входит в том числе Яценюк. До сих пор они там наложили свою лапу и черпают оттуда очень не кисло, насколько я знаю. Потому что у Зеленского и его окружения ума, по-видимому, не хватило туда своих загнать. Я думаю, они просто получают свою мзду за то, что туда не лезут и дают возможность этим зарабатывать. Вы правильно заметили, что институции, по большому счету, сгнили. Но ведь направление деятельности этих институций, как минимум с 2014 года, было обусловлено не государевыми и не государственными проблемами, а исключительно... Первое. Заработком сумасшедших денег. Заработком имеется в виду разворовыванием того, что можно было разворовать. И второе. На самом деле превращение нашей страны в тот инструмент, которым геополитические игроки стали играть против России. Два этих момента были исполнены. Все, кто был во власти с Майдана и сегодняшние, они миллионеры и мультимиллионеры и миллиардеры. Украина превращена в этот самый инструмент для борьбы с геополитическим противником. Они свою задачу исполнили, поэтому чему здесь удивляться? Почему мы должны, почему удивляемся, что произошло с полицией, какие есть там проблемы? Но я обращаю внимание на хороших людей всегда. Потому что если все время смотреть на Зеленских или на Порошенко, то мозгами можно ебаться, прошу прощения. Да, я верю в то, что есть профессионалы своего дела, которые свою задачу стараются выполнять, даже в таких диких условиях. И среди военных, и среди политиков, и среди судей, прокуроров и милиционеров, среди всякого люда. И это очень важно, кстати, Александр. Знаете почему? Может, я с кем-то диссонирую из тех, кто у вас выступает, но я искренне верю в то, что возможность возрождения Украины имеет место. А с кем ее возрождать потом? С Порошенком и Зеленскими? И с кем там? Шефирами и Миндичами? Нет, конечно. Начало уничтожения правоохранительной системы, если вам это интересно, было положено еще в 2005 году. В 2005 году будущий Пьякуё Ябакоп, Картавый Луценко, да, он же потом стал еще и генеральным прокурором, прости господи. А тогда он стал, если помните, министром внутренних дел. Помните? Так я напомню тогда тем, кто забыл, что как он стал министром внутренних дел, он уничтожил тогдашнюю ГАИ. Все так верещали: вау, какой супер, как здорово, гаишников нет, это так здорово. За 2 года смертность на дорогах из-за отсутствия патрулей, из-за отсутствия гаишников на дорогах, плохих, хороших, злых, добрых, неважно, увеличилась на треть. То есть на 30% погибло больше людей, чем могло бы не погибнуть. Вот первое очевидное должностное преступление должностного лица высокого ранга, направленное на уничтожение, первое, правоохранительной системы, а второе, косвенно, на причинение гибели огромному количеству людей. И таких примеров я могу привести очень много. Все было сделано для того, чтобы максимально расшатать сложившиеся институции. И не просто расшатать, а уничтожить их. И у них это получилось, к сожалению. И сегодня Украина, когда говорю, что квазигосударство, я говорю это не только потому, что Украина является собой государство с полностью, по сути, отсутствующей экономикой, экономика которого заключается исключительно в том, дадут с Запада деньги или не дадут. Не дадут – нет экономики, дадут – есть экономика.
Ну, это же ненормально, такого нет в мире, так не должно быть. Это первое. И второе, это государство с полностью разваленными, как правильно вы сказали, государственными институциями, которые абсолютно не выполняют свои задачи. Более того, они мешают людям выживать. Не помню, говорил, опять же, профессиональный пример, но между тем. Раньше было такое понятие, как прокурорский надзор за соблюдением законов. Прокуратура – это же око государева, она так создавалась. Этот надзор давал право людям и возможность прийти к прокурору, пожаловаться на чиновника, на коммерсанта, на бандита, на кого угодно, на милиционера. И прокурор в силу своих обязанностей обязан был провести по этому поводу проверку. Бесплатно. Я понимаю, вы сейчас скажете, и взятки брали, и огрехи были, и заказы. Все было. Как во всех странах мира. На Америку давайте посмотрим, что там происходит. Так там целого президента прокурор в говне измазал. И сфальсифицировал, вот этот спецпрокурор их, и сфальсифицировал данные о русском влиянии на выборы Трампа. Но я сейчас об Украине. И все-таки подавляющее большинство людей могло прийти к прокурору. И прокурор с помощью своих важелей, как по-русски, рычагов, с помощью своих рычагов мог заставить негодяя, допустим, чиновника или еще кого-то, сделать правильно, по закону, восстановить нарушенные права. Это было. А что потом сделали? Тут же прицел был после Майдана максимально обесправить украинское общество. Максимально сделать так, чтобы внешне вроде бы демократия, а на самом деле никто ни хрена сделать не может против системы, которую выстроили вокруг этого самого украинского общества. У прокуроров забирают этот надзор за законами и говорят, это тоталитарно, это так херово, не надо, это пережитки и прочее. И говорят, вы в суд идите. Судья все решит, он все поможет. Давайте бегом в суд. Если вас кто-то обидел, вы сбегаете в суд, вам все помогут там. Все-все. Только пошлину судебную заплатите. Она минимальная, больше 1000 гривен на тот еще довоенный момент при средней пенсии в 3000 гривен. Это по первой инстанции, за подачу бумаги. И да, еще сами не ходите туда, адвоката наймите. А сами вы тупые, это раз, а два, не имеете права. Адвоката наймите, чтобы в суд сходить, спросите у людей. Это по тем мирным временам минимум 5-10 тысяч гривен. Минимум. А потом апелляцию подайте, когда, может быть, суд рассмотрит. Через год, 2 или 3, там, когда ваше первое заявление рассмотрится. А за апелляцию тоже заплатите пошлину. Не понравится апелляция, в кассацию идите. Там тоже, и все это сопровождается участием адвоката. Александр, как вы считаете, много людей смогли таким образом права свои восстановить? Да, конечно, нет. Людей специально обесправили. Задача была такая. И все. Получается, они бегут... задача по двойну. Получается, да, задача под то, о чем мы только что говорили. Первое, это максимально превратить Украину в инструментарий, где люди будут безропотно и запуганно, задавленно выполнять то, что им скажут. И второе, тем, кто это будет делать, всем этим национал-предателям, им дать свое, чтобы они нажрались, как можно больше украли, суки украли. Да. Украины, да. Украли с Украины, да. Вот, и эти задачи были выполнены. Народ за это время бесправием и разграблением превратился в безропотную массу. Это украинский-то народ. Почему разграблением? Напомню, не надо просто этого забывать. Было 2 первых фронта основных для разграбления людей, для разграбления их сбережений. А для чего это делается? Когда человек голоден, когда он думает только о том, как выжить, он становится, как в концлагерях, знаете, он становится абсолютно безропотным и абсолютно управляемым. Вот для этого это было сделано. Первое, что сделали, это в 10 раз завысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это не шутки, это очень важно, потому что это вымыло у людей 50% сбережений. И это в невоенные годы. 50% сбережений. На момент Майдана у людей под подушкой было 100 миллиардов долларов. На начало войны в Украине 25 миллиардов. То есть 75 миллиардов просто забрали у людей под рассказом о том, что у нас Роттердам плюс и другие плюсы. У людей только минусы. Это первое, что было сделано. И второе, была обрушена, если вы помните, 14-15 год. Гонтарева была такая, Национальный банк, ставленница. Сначала я думал Порошенко.
но оно все вместе оказалось. Потом Маркарова, если я не ошибаюсь, министр финансов. Вот эти две подруги очень тщательно поработали над уничтожением украинской банковской системы, над обвалом гривны, над пропажей у людей денег в банках и обесцениванием сбережений. Вот два фронта не военных, но точно так же опасных чрезвычайно для нашей страны и нашего общества, было развязано против Украины и украинского народа с 2014 года. Ну, а закрепили это уже все войной, которая с 22 года идет. Это все нужно складывать воедино. Нельзя это забывать и нельзя это отбрасывать. Это не произошло вчера. Ну, спасибо, что послушали. Смотрите, если вот это вот такая логика и такая цепочка, и действительно, вот конспирология, это там набор фактов, там это все на самом деле, если друг за дружком что-то произошло, это не означает, что одно из другого следует, это все понятно. Но если посмотреть вот так на ситуацию, то понятен же какой-то следующий шаг. Сейчас очень такие интересные ветры дуют. Опять-таки, там люди возмущаются, что Ахметов купил себе в За Монако, полмиллиарда. да, в Да. Монако квартирку. Причем находятся даже какие-то такие, ну, их сейчас много, такие криптоблогеры какие-то, ну, те, которые Ламборджини, там у них вот это вот все, ну, в общем, как королюют. И они говорят, вот, я показал эту квартирку, и тут сразу раз ее и потом и купили. Ну, хотя сделка еще была в 24 году, ну, неважно. То есть нам показали вот эту всю историю. Но тут же сразу понятно, вот, одни защищают, другие говорят, так нет, он на Полтавщине ветряки будет строить за там миллиард с чем-то, или 6 миллиардов общий проект, а он там еще что-то делает, вот такой хороший Ахметов. Другие говорят, ах, он такой-сякой. И вот просто вы вспомнили про коммунальные услуги, да, о том, как это все поднималось, и на самом деле какой колоссальнейший обман, колоссальнейший, когда государственная, оставшаяся от Советского Союза инфраструктурная, просто прихватизировали и на нем просто делали проценты, причем сумасшедшие проценты выручки, все украинские олигархи. И вот он покупает это. Дальше вчера была новость о том, что так можно с 1 мая выводить украинским компаниям в валюте деньги за рубеж. Представляете, какое классное послабление? А все же как бы думают, а чего вдруг, а как так? Так, ну и там для проформы дали военным вот этим, которые там наемники, что им тоже можно платить за рубеж. Это же было прикрыто. Ну, все говорят, вот это экономика, будет приток, валюта, вот это все. Но не кажется ли вам, что мы сейчас на пороге такого периода, когда, ну вот, пора снимать кассу или там снимать пенку, да, и потихонечку по углам разным подготовленным аэродромам вот это вот все, в общем-то, это не быстрый процесс. Это не значит, что они сейчас вот выведут деньги и все, и сядут там и 2 месяца, и война закончится. Нет, но этот процесс уже стартовал. Они подготовили себе законодательную базу, они, ну, в общем-то, делают то, что они делают. И это нам тоже на что-то указывает в этой логической цепочке, как все шло и к чему пришло. Потому что вот вы привели два фронта не военных, да? А есть же тоже вот это вот сейчас тепло, зеленка, ну, конец апреля, да, вот сегодня 25 число. То есть все же ждут, когда будут, ну, вот этот прыжок совершен в военном смысле. Сумская область, уже линия фронта, говорит главный пограничник. На Донбассе война, Запорожское направление. И тут уже, если зимой можно было там говорить, мы отобрали, мы там вернули, мы там то, и там мериться квадратными километрами, то летом будет видно, ну вот, будет видно и потери городов, и все остальное. Связано ли это с вот этими принимаемыми решениями, и как вы думаете, вот все, как бы уже все, сливают воду? Ясно. То есть вы имеете в виду, что это есть индикатор того, что они готовятся текать и все спиженное вывозить. Вы об этом? Да. Понятно. Причем делать это на законных основаниях. Да, мне часто задают вопрос, и люди вот возмущенно так, знаете, говорят, ну это же незаконно, это же незаконно. Да нет. Сегодня преступления в Украине узаконены. Сегодня законы преступные. Это не правово, но это законно, в силу тех законов, которые попринимали зеленые слуги и которые подписал Зеленский. К сожалению, это так, отступление. Касательно вот
Сумской области, Запорожской, Харьковской. Хотел бы обратить ваше внимание на недавнюю фразу бывшего главкома Залужного, который сказал, что все это чушь, реляции о победах и отвоевывании. Это его слова. Мы ничего ни у кого не отвоевали. Это невозможно в настоящий момент. Еще раз, это его слова. Слова кадрового военного, который, я уверен, обладает огромной информацией о происходящем на фронте. То есть он еще раз подцепил Зеленского, обвинил по большому счету его во лжи откровенной. Сейчас попробую так сказать. Ну, во-первых, в Украину сейчас начнут заходить транши заемных денег. Из этих 90 миллиардов какие-то части начнут заходить. Не все сразу 90 миллиардов, но что-то уже придет. Не зря ж принц Гарри приперся. Нахер бы он тут был нужен? Ну, согласитесь, что он там на что-то влияет? Ну, ё-моё, ну, скоморох, блин, скоморохом. Но приперся, потому что тут денег можно раздобыть. Такой Трамп принц, его... принц по Да, вызову такой. да, 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 Алло, да, нам, да, да, нам, да. нам Вот надо кого-то с королевской семьи. Шон Пен у нас уже был, Джулия танцевала. Приезжай, денег дадим. Кто ты приперся? Ну, кому он нужен? Королевская семья его особо финансировать не хочет. Трамп правильно его высмеял, сказал, что, слушай, я в Великобритании решаю больше и защищаю ее намного больше, чем принц Гарри и так далее. Это я к тому сейчас вспомнил принца, что, как и многие другие стервятники, они ж видят, что еще можно чем-то поживиться. А тут деньги европейских налогоплательщиков сейчас зайдут. Кэшем, безналом. Так классно. Ну, понятное дело, что все потирают руки и думают, ну, коси коса, пока роса. Я имею в виду все, это окружение Зеленского, вертикаль, как назвал недавно Буданов, и пищевая пирамида, как я думаю, что я более точно назвал то, что создал Зеленский. Поэтому многие, конечно, задумываются над тем, ну хорошо, взять-то взяли, а дальше что? Купить дома в Украине. Ну, наверное, уже они, те, кто там рядом с ним, столько этих домов накупили, что там можно по кошке в каждый дом засунуть, и то лишние дома останутся. Что еще? Машины какие-то, Роллс-Ройсы, тоже вроде бы все у них есть. Надо вывозить, надо выводить, надо делать вид, что это все законно. Я думаю, что таким образом будут поступать. Дело в чем? Безнальные платежи легко читаются. Они никуда не деваются, они остаются, зеркальные их следы в будущем никуда не денутся, хотя бы потому, что если это платежи в долларах, то зеркалка будет в американской федеральной системе отображаться. Если в евро, а они, как правило, корреспондируются с долларами, то все равно будет отражаться. Я к тому, что найти это все будет возможно. Или как минимум увидеть, куда, кто и как выводил деньги. Я думаю, это получится. Многие, конечно, будут использовать пути вывода денег с помощью криптовалюты или стейблкоинов. Такое тоже будет. С этим немножко сложнее, хотя, опять же, те же стейблкоины USDT-шные, они точно так же имеют зеркальное отображение там, в Соединенных Штатах. Тоже можно будет найти. Это я на будущее рассуждаю о том, как прокурорская и спецслужбы Украины впоследствии будут все равно расследовать это разграбление нашей страны. Я верю в это. И я буду в этом принимать активное участие в создании этих служб и в то, чтобы эта работа пошла. Но в целом, я бы согласился с той точкой зрения, что, пожалуй, это больше похоже на то, что крысы бегут с корабля. Ваше замечание, вернее, не ваше, а кто-то там сказал, что Ахметов построит ветряки в Полтаве. Ну, может, когда-то и построит. Я сомневаюсь, что в обстреливаемой Полтаве сейчас кто-то рискнет ветряки строить. Это сложная конструкция, требующая человеческого труда. И, ну, сомневаюсь я в этом. Это раз. Два. Очевидно, что они переносят свои активы за рубеж. Те, какие могут перенести. Не зря ведь европейская пресса, заметьте, европейская на удивление, периодически все-таки выбрасывает информацию о том, что Зеленский или опосредованные его люди
купили огромное количество акций у крупных фармацевтических компаний. Не зря ведь Зеленский путешествует по Ближнему Востоку и настаивает на том, что а давайте здесь заводики откроем, будем оружие производить. Я высказывал свою точку зрения, что его уши и уши его окружения в каждом прибыльном военном предприятии Украины. Понятное дело, что они пытаются это все перенести куда-то, прорекламировать и зарабатывать дальше, как они считают, честные деньги. Это, мне кажется, это очевидно. Когда секретарь Совбеза покупает несколько объектов недвижимости в Америке, когда директор Укрпочты вывозит детвору учиться туда же и говорит, это для того, чтобы про меня посты плохие не читали здесь. Ну, блядь, тупее отмазку не придумаешь, но между тем прокатывает, видите. Когда это все происходит, я думаю, что это все-таки показатель того, что они максимально пытаются вывести свое и награбленное и своих из страны, но сами еще остаются в ней для того, чтобы подзаработать, особенно сейчас, когда придут новые европейские займы, и на них можно будет, в них можно будет в этот поток окунуть свой хоботок. Я думаю, они к этому все готовы. Вы отличное замечание сделали по поводу того, откуда все эти миллиарды у олигархов возникли. Они что, их заработали? Они создавали что-то? Да нет. Это были просто вовремя отжатые части индустрии бывшей Украинской Советской Республики. Их просто украли. Это можно назвать по-разному. Приватизация, выкупы на аукционах, еще как-нибудь, неважно. Их на самом деле просто украли. Стратегические отрасли страны перешли в частные руки. Чем это закончилось, мы сейчас видим по состоянию украинской энергетики. Наладан дышащая атомная энергетика, которая кое-как пытается снабжать страну электроэнергией. И какое же слово? Максимально происпользованная теплогенерация со всеми ее путями сообщения, передачи электроэнергии и так далее и тому подобное. Из нее годами высасывали, ничего не вкладывая. И еще на что обращает внимание ситуация. Смотрите, в стране война, страна разорена, люди разорены. В поисках мира или работы народ уехал, или много уехало. А богатейший олигарх, который декларирует, что он потерял заводы там, шахты сям, что ничего нету, ай-яй, как плохо. Хату покупает за $500 миллиарда. Как интересно. Когда плохо и когда деньги не зарабатываются, такие квартиры не покупаются. Это всем известно. А до этого, по-моему, был куплен дворец Леопольда во Франции, да? За 300 миллионов евро. Так не бывает. Значит, с приходами все в порядке. И война кормит. Откуда приходы, спросите вы? А смотрите, сейчас же под шум войны можно задирать цены какие угодно ставить. Допустим, на уголь, который идет на теплоэлектростанции. И не важно, что уголь идет с твоих собственных шахт в Америке. Его можно просто продавать 10 раз дорого. И деньги брать из бюджета украинцев и из бюджета Украины. Под рассказ о том, что мы таким образом генерацию спасаем. Дальше. Вы, как монополист, допустим, в теплогенерации, энергогенерации, вы получаете от Запада те или иные деньги на восстановление, на возобновление, на все вот это вот. Вы ими распоряжаетесь. Вот еще один приход. Не говоря уже о беспошлинной торговле с Европой, которую пробили. А ведь это тоже твои деньги. Они же в бюджет не идут. Это как там такая-то корпорация заплатила 10 миллиардов гривен налогов. Да, верно, заплатила 10 миллиардов гривен налогов. Только она потом схемами типа незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета забрала 30 миллиардов. Или как минимум эти 10. То есть, по сути, она ничего никому не заплатила. Почему я и говорю о том, что у нас сегодня безналоговое для крупных корпораций время. Они ничего не платят. Они все забирают из того, что они как бы перечисляют в бюджет.
Это все показатели, ну, оно вяжется, да, то, с чего мы с вами начали говорить, институциональное уничтожение страны, полная зависимость от иностранных денег и отсутствие собственной экономики, по большому счету, которая формировала бы государственный бюджет. Это все взаимосвязано, и мне думается, что подобные поступки являются индикацией того, что они сами не верят в войну в 3 года или в 10 лет, как говорят зеленые депутаты, не верят в это. И они сами готовы и готовятся валить отсюда. Но деловые парни останутся просто для того, чтобы попытаться раздеребанить то, что еще осталось. Верю ли я после всего того, что происходит, в то, что мир возможен в Украине? Да, я все равно настаиваю на том, что 26-й год, на мой взгляд, это будет год или мира с Россией, или очень жестокого уничтожения нашей страны. Вот во что я верю. Максим, мобилизация с 23 лет или с 21 года, сейчас там разные спикеры по-разному говорят, это уже неизбежность? И женская мобилизация будет? Я не знаю. Я вот что скажу. Вас же смотрят сотни тысяч людей. Вот я к ним обращусь сейчас. Если есть возможность, пока еще открыты границы для детворы, увозить ее, лучше увезти. Захотите потом вернуться, вернетесь. Многие сделали так до вас, и живы и они, и их дети, и в школы пошли, и в институты пошли, и бомбежек не слышат. Во всяком случае, так сегодня. Сможете это сделать? Сделайте. Не сможете? Ну, не вините себя сильно. Возможно, у вас не получилось. Это первое. Второе. Второе. То, что в обмен на евро и доллары требуют мобилизацию, требуют военных на фронте, это очевидно. Иначе эти деньги давать не будут. Поэтому, скорее всего, правительство Зеленского или система Зеленского будет принимать меры для того, чтобы еще людей хватать и отправлять на фронт. Здесь чрезвычайно важно, что правительственные круги Украины пользуются цифрами, которые выдают англичане о том, сколько украинцев осталось и можно еще мобилизовать на фронт. Вот задумайтесь, англичане пересчитывают наших сограждан и, так, знаете, своей холодной рациональностью прикидывают, да не, еще можно 4,5 миллиона туда отправить, пусть повоюют. Более колонизационную, наверное, сегодня, или более колонизированную, наверное, страну сегодня найти, пожалуй, очень сложно. Так вот, я к тому, что, исходя из этих цифр, установленная в Украине система, конечно же, попытается еще мобилизовывать людей. Хорошо, что недавно в сети появился ролик о том, как выглядят украинские солдаты на передовой, где внешний вид солдат был сопоставим с внешним видом, физическим состоянием, истощением тех людей, которых освобождали из нацистских концлагерей. Почему это хорошо? Потому что это правда. Потому что это говорит о том, как режим относится к тем, кого отправили на фронт. Да ему похеру, что с ними. У них там все отлично. А то, что там происходит с людьми, им похеру. И это, возможно, еще больше возмутит общество, и общество будет максимально сопротивляться тому, чтобы быть мобилизованным. И именно этим режимом и таким образом. Скажу, что отчасти примерно в эту же корзину или в эту же копилку воспринял слова вот Выговского, начальника полиции, о том, что полиция сегодня запятнана участием в людоловстве. Ведь такое же думает не только Выговский, раз он это говорит. Ведь такое же думает полиция, полицейские, которые многие не хотят участвовать в этом позорном процессе. Я думаю, что это точно так же усложнит для власти или для людоловов их желание дальше людоедски отправлять людей на погибель.
Что касается мобилизации женщин, ну, мы живем сегодня в алогичном мире, в алогичное время. Можно, конечно, и это предположить. Надеюсь, до этого не дойдет. Вот такой мой ответ, Александр. Не Максим, успеют, вот, не успеют. ну, смотрите, успеют, Да, не я успеют. понимаю, вы сейчас, я знаю, что вы мне сейчас скажете. Вы посмотрите, как он себя чувствует, посмотрите, как он позволяет себе хамить Трампу и говорить, да тут Трампу осталось фиг да нифига. Я понимаю, что вы мне скажете. И на некоторые ваши вопросы у меня не будет ответов. Но смотрите, Понимаю. У вас хитрые вопросы. я немножко другой, с другой стороны хотел бы посмотреть на эту ситуацию. Макрон, ну, это, конечно, разрыв, говорит, Да, я слышал. никогда такого не было. США, Россия, Китай, короче, все объединились против Европы. Европа, проснитесь. Ну, давайте предпринимать что-то. Макрон, который честно признался в интервью недавно, что 27-й год он уйдет с поста президента, и говорит, я уйду из политики. Ну, я типа не из политики пришел, я и вне политику и уйду, все. То есть, ну, он уже вот это вот раздухарил, там, планы строит, вот это все. Понимаете, очень интересная эта конфигурация, и все, конечно, комментируют, там вышел Дмитриев российский, прокомментировал, что вот эти все, вирус глобализма победили мы, и когда это случится, ну, имеется в виду, что сообща будет действовать Китай, Россия, США, да, то есть это будет означать, ну, вообще переход новый, вот что такое миропорядок, вот этих глобалистов победили. Ну, смотрите, это все такие рассуждения. Меня интересует в этой всей схеме, которую нам Макрон подкинул задуматься. А Украина это где? Украина это что? Вот есть такое выражение, термин такой, он военный. Ну, опять-таки, по советским, ну, российским, советским, предполье называется. Ну, типа зона какой-то безопасности, да, Угу. где там войска стоят вот здесь, но тут как бы, чтобы ее пройти, там всякие преграды у тебя, там может быть там оборудованные какие-то фортификации, там кто-то, понятное дело, там не дает тебе пройти, стреляет. Вот такое предполье. Ну или мины, минное поле, да, то есть Угу. чтобы человек не мог зайти. Вот такое ощущение, что вот такую функцию нам готовят Макрон Тут и Объединенная Европа. собака залезла, чтобы ее погладили, извините. Ладно, извини, дай отвечу. Да, функцию Украине давно уже приготовили. Украина инструментарий, этот инструментарий, абсолютно они это допускают, будет уничтожен. И особо никто по этому поводу не парится. Если бы парились, не требовали, чтобы людей отправляли на фронт и не позволяли бы, чтобы война продолжалась. Мне кажется, что нужно воспринимать это как аксиому, которая уже доказана жизнью и годами украинской жизни, что из Украины создали инструмент для борьбы с геополитическим противником, и менять предназначение этого инструмента никто не собирается. Этот инструмент выполняет свою задачу, а что с ним будет потом, неинтересно особо. Задача довести тему до ума. Какая тема? Ослабление геополитического противника России. Зачем? Разные могут быть вариации. Раздел, расчленение, захват природных ресурсов. Я сейчас не жалею никого из участников геополитической борьбы. Я говорю о том, к чему это может привести. Чувствуют или видят ли это русские боссы? Я думаю, чувствуют, видят. Как они на это реагируют? Хотел сказать, это их проблемы, но, к сожалению, это стало проблемой Украины. Да, наша страна горит. Я думаю, они странно на это реагируют. Это моя точка зрения. Но вот так оно есть. Сделать из Украины стену против России? Нет, не будут они это делать. Вообще, есть инструментарий. Зачем менять его целевое предназначение? Его целевое предназначение, еще закладываемое в 2004-2005, прекрасно реализованное в 2014, это создание инструмента для борьбы с геополитическим противником. Это раз. Два. Насчет того, что Макрон заявил, что Си Цзиньпинь, Трамп и кто там, Путин, да, враги Европы, и надо вот Европе что-то делать. Тут проблема. Кто-то говорил, политика – это максимальное выражение экономики. То есть, все равно под всем экономика стоит, она движет всем. Чувство голода, да.
Так вот, Макрон, наверное, забыл, что Китай производитель. Свой внутренний рынок Китай насыщает уже самостоятельно. Всем. У него есть все. Европа – это больше рынок для Китая. Китай сюда поставляет в Европу товары. Не Европа в основном туда. Европейские товары все меньше и меньше выдерживают конкуренцию в Китае. Разные. От сложных до несложных. Дальше. Америка – это рынок для европейских товаров. Жизненно важный для Европы и европейского производителя. И если этот рынок закроется, то Европе больше некуда поставлять свои товары, ведь она закрыла для себя рынок России. Ну и разве можно сравнить рынок России с рынком Америки или тем более с рынком Китая? Поэтому сказать громко можно разное. Особенно Макрону. Как говорила Раневская, с грустной жопой весело не пукнешь. Вот он делает все с веселой. Такой лихой петух французский, как вы говорите, Наполеон, да. Наверное, что-то в этом есть, действительно, такой весь. Ух, зухвалый парень. Они в этом друг друга нашли с Зеленским, кстати говоря. Сказать-то он сказал. Дальше что? Ну да. Ополчиться против Трампа хватит ли здоровья? Думаю, не хватит. Вопрос в том, является ли Америка сегодня не составляющей глобальной системы, глобалистской, как вы сказали. Возможно, Трамп, его окружение, его команда таковыми являются. Возможно, они работают против этой самой глобалистской системы, которую они у себя называют дипстейтом. Возможно. Но это первое. Не значит, что они ее победили. А судя по поведению наглому нашего с вами президента, как бы он вообще уверен в том, что Трамп скоро будет загнется и не станет его, а там еще 2 раза посмотреть. Так что это не значит, что они победили эту глобалистскую систему и победят ее сегодня, и что она не восстановится от тех ударов, которые Трамп пытается по ней нанести. Скорее наоборот, сегодня он получает оплеуху за оплеухой, начиная с Ормузского пролива, заканчивая возвратом тех пошлин, которые он содрал с импортеров, а речь идет о 200, по-моему, миллиардах долларов, это только то, что сейчас уже возвращается, по решению Верховного суда Америки. Поэтому у Трампа своих забот хватает. И я понимаю, Дмитриев, это вот этот их посол по особым поручениям, да? Дмитриеву нужно что-то говорить, своими словами вовлекать окружение Трампа в какие-то победные реляции с точки зрения Москвы, с точки зрения Кремля. Но я думаю, это точно так же исключительно победная реляция а-ля Макрон. Она не совсем соответствует жизненным реалиям. Так или иначе, Украина здесь, ну если еще не размененная, то давно разменная монета. И изменять статус Украины никто не собирается. Членство Украины в ЕС – какая чушь. Какая чушь. Ну это же такое откровенное вранье. Собственно говоря, надо отдать должное европейцам. Они уже тоже утомились лгать. Они уже говорят, не, все что угодно, но не членство. Мы вам партбилет выдадим, что вы как бы с нами, но вы все равно там где-то. НАТО уже проехали мы этот весь разговор, да. Не будет членства. Европа не занесет пылающий огонь к себе домой. Это ненормально. Они этого не сделают. Да им это и не нужно. Украина свои задачи для правящих кругов выполняет. Другой вопрос, что Европа на уши поднимается и говорит и в Германии, и в Финляндии, и мы же общаемся, и в Испании, особенно Франция и Германия. Там просто сейчас все кипит по поводу выделения этих кредитов на форме. Первое, Миндича, Зеленского. В Италии есть замечательная карикатура, если найдете, поставьте ее. Там купюра такая, где Зеленский на золотом унитазе сидит, и написано 90 на итальянском миллиарде, 90 миллиарде. Народ здесь возмущен ужасно в Европе тем, что эти деньги выдают коррумпированному режиму, еще и на фоне того, что один из оплотов этого режима покупает сейчас за полярда, или купил точнее за полярда дорогую недвижимость
в Монте-Карло, да? Монако, да. В Монако. Вот. Поэтому резюме, к сожалению. Если Украина сейчас сама не исхитрится, не развернется и не заключит мир с Россией, ее запланированное предназначение, инструментария для создания проблемы, для борьбы с геополитическим противником, будет исполнено. При этом инструмент погибнет. Мне кажется, что Буданов это понимает. А еще я обратил внимание на слова Зеленского вчерашние. Он с голландцами разговаривал и сказал, что и вообще мы себе подумаем, пойдем ли мы потом в ЕС, если это будет долго. Кто знает, может быть, мои предположения о том, что он исхитрится и развернется и пойдет договариваться с Россией все-таки о мире. Кто знает, может быть, Бог даст, они сбудутся. Почему говорю Бог даст и почему верю, хочу в это верить? Потому что это жизни, потому что это земли. Но в первую очередь это жизни. Это возможность для страны остаться и реализоваться. Полагаю, так. Максим Гольдар был моим собеседником сегодня. Спасибо за время. Вам спасибо. Всего наилучшего. Друзья, берегите себя. Добра и света. Увидимся.